Наконец-то у меня есть немножко свободного времени. Чем бы мне заняться? Ах да, обзор. Ну что ж, вот я и вернулся к началу. Знаете что? Я не закончил обзор на Кеглю. Во-первых, не была поставлена оценка, и во-вторых, не было сказано о мультиплеере игры. А он жив! Да-да, вот об этом я кратко и расскажу. Ну вот, получится не обзор, а туториал, как поиграть в мультиплеер. Ну да ладно. Чтобы поиграть в мультиплеер этого замечательного симулятора хождения на... необходимо сделать всего лишь несколько шагов, подобно тем, что проделываются при установке. При установке сампа, то есть, ну, GTA San Andreas, вы поняли. Для начала заходим на этот сайт, вот ссылочка сейчас будет на экране и в описании. Здесь мы видим главную страницу с новостной лентой. Как видите, тут полно обновлений в виде скинов, новых карт, режимов игры и прочего-прочего. Но нас интересуют только мультиплееры. Они проводятся энтузиастами из Британии и по их времени, поэтому сам я лично на них попасть не смог, собственно из-за плотного графика учебы. Нам нужна секция загрузки, но на нее вас не пустит из-за русского браузера, ну как я понял. Прокси, кстати, тоже не помогло. Чтобы все-таки попасть в раздел загрузок, переходим во вкладку серверы, где виден список всех серверов и игроков на них, а отсюда в те самые загрузки. Тут желательно загрузить все. И скины, и маппаки, ну в общем все-все. Вот тут реально все-все. Не забудьте про патч в самом низу, так как для игры по сети нужна последняя версия игры. Потом загрузите сам браузер, который имитирует загнувшийся GameSpy, и вуаля! В настройках все настройте там, никнеймчик, соединенница, чатик, если хотите, и прокси, который иногда помогает снизить пинг. Как видите в браузере серверов, здесь полно режимов, однако онлайна нет, так как сервера в основном британские и американские, а у них время абсолютно другое. Когда я записывал видео, в США уже была ночь, да и на американских серверах пинг обычно всегда высокий. Ну и теперь, да, наконец-то непосредственно к обзору. Все режимы я попробовать так и не сумел, так как некоторые из них такие глобальные, что требуют особого клиента, но вам не лень его загружать. Обезьяньего мода 2.0. Тут все просто. Две команды, необходимо брать деньги и нести на базу. Чья команда соберет больше, та и победила. Не забываем про месиво на карте, с людьми будет довольно интересно. Затем хитманы, какое суровое название. Суть крайне проста. На время вам дается оружие, и вы с него убиваете. Все просто. Самый простой дезматч, но вот с такой тонкостью. Потом идет что-то очень необычное. КПЗ мод, где нужно на перегонки пробежать полосу препятствий. Учтите, что вас там постоянно будут блочить, а препятствия будут жесткие, к тому же пол еще скользит. And it's a natural thing, of course. I could work out all day, and obviously I'm an ex-athlete myself. Затем идет бот-матч с читерскими ботами, которые ваншотают прямо в голову. Ну, в принципе, их убить можно. Поиграть тоже интересно первые 5 минут. Радует дикое разнообразие карт. Ну и мое любимое, то, зачем я все-таки сделал этот обзор, ну то есть вторую часть, это кооп мод. Карты на коп, как и в принципе на любой другой мод в этой игре, клепает один и тот же чувак специально для сервера. И делает он это чуть ли не каждую неделю, но это не главное. Самое классное это то, что здесь можно пройти одиночку. Да-да, с вашим другом, друзьями, ну и так далее, то есть в пати. С большим количеством человек. Единственный недостаток это, наверное, баги в роликах, но их всего штук 5 на всю игру. А я уже говорил в своей первой части обзора, что игра ну нереально хардкорная. Вдвоем, конечно, будет нехватка патрон, но все равно легче. И еще куча модов, которые я не проверил. Итак, итог. Ставлю игре 3,5 звезды из 5. Мне не нравится атмосфера таких 90-х. Уж лучше тема гангстеров из GTA San Andreas. Плюс, игра даже для меня получилась уж слишком хардкорной. Это очень субъективное мнение, но так и есть. Понравился только кооператив. И вообще наличие живого мультиплеера. Ну, можно добавить еще короткость самой игры. Все.